Всем привет! Сегодня мы вяжем вот такой интересный простой узор. Раппорт узора всего 2 петли, плюс 1 для симметрии, если мы вяжем поворотными рядами, плюс 2 кромочные. Так узор выглядит с изнаночной стороны. Вязать его можно как по кругу, так и поворотными рядами. Хорошо будет смотреться и из толстой пряжи, и из тонкой. Мы будем вязать из пряжи Гималая Комбо. Толстая теплая пряжа на 100 грамм, здесь 40 метров. В составе полушерсть, то есть 50% акрила и 50% шерсти. У меня красивый серый цвет 52 719. В палитре пряжи представлено очень много интересных оттенков, как однотонных, так и многоцветных секционного окрашивания. Для работы производитель рекомендует спицы номер 12, узор я вязала на спицах номер 10. Получается достаточно плотно, свободно можно брать спицы большего номера. Пряжа на ощупь очень приятная, совершенно не колючая, подойдет и для людей с чувствительной кожей. Мягкая, теплая пряжа для ваших изделий. Возвращаемся к нашему узору. Набираем количество петель кратное 2, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. Я набрала 13 петель. После того, как набрали нужное количество петель, мы разворачиваемся и начинаем вязание нашего узора. В первом ряду все петли провязываем изнаночными. Всегда следите за расположением стенок, провязывайте петли за ближайшую, чтобы они не скрещивались. Я все петли провязываю за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца изнаночными. Второй ряд узора. Кромочную снимаем. Переводим рабочую нить вперед. Первую петлю переснимаем, нить перед работой. 1 изнаночная. Снова переснимаем петлю, нить перед работой. 1 изнаночная. Петлю переснимаем, 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Переснимаем петлю, нить перед работой, изнаночная. В конце ряда петлю переснимаем для симметрии и кромочная. В третьем ряду петли провязываем по узору. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Здесь у нас 1 изнаночная, 1 лицевая. Все петли здесь провязываем за заднюю стенку. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Довязываем ряд. В четвертом ряду все петли провязываем лицевыми. Те петли, которые были лицевыми, их за заднюю стенку вяжем. Те петли, которые были изнаночными, за переднюю. Все петли здесь лицевые. Далее повторяем 4 ряда на нужную нам высоту. Такой замечательный, очень простой узор, который может преобразить ваше изделие. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.